Прохладное осеннее утро, солнце еще не встало, а мы уже собираемся в аэропорт Борисполь для того, чтобы заглянуть одним глазком в интересный город с красивым названием Пафос. Раннее утро, аэропорт Борисполь, терминал F. Терминал, откуда летает большинство лоукостеров. Экономные путешественники наверняка знают это место и частенько отсюда летают. Поскольку раннее утро, людей в аэропорту немного. Вот так выглядит аэропорт снаружи. Пафос International. Красивые пальмы. И автобусная остановка, где мы ждем 612, чтобы доехать до города. 612 автобус, который идет к городскому маяку, высадил нас в самом центре города Пафос. Идем искать свой отель, который называется Нереус. На дереве возле входа в наши апартаменты красуются красавцы-гранаты. Вход в наши апартаменты. У нас здесь кухонька, гостиная, бутылка вина от отеля нам в подарок за приезд, кулер, ванная комната и вот такая вот спаленка. А сейчас выйдем на балкончик. Вот такой у нас балкон для посиделок. И вот такой внешний вид. Пальма, джакаранды, соседи снизу и наши окрестности. В нашем отеле живет множество симпатяжек, котиков. Это уже, наверное, 5-й или 6-й, которого мы встречаем. Мы отправляемся знакомиться с морем. Мы еще никогда не видели такого пафосного моря, как здесь в Пафосе. Вышли на набережную. Людей немного, но они тут есть. Кафешки людьми подзабиты достаточно плотно. Будем изучать берег. Приезжая в Пафос, будьте готовы к тому, что большинство пляжей это каменные уступы, по которым вы будете спускаться вот по таким лесенкам. Песчаные пляжи только по краям городка. В самом городе бетонные набережные. Городской пляж оборудован вот такими раздевалочками. Классический берег города Пафос выглядит где-то вот так. Люди загорают на бетонной набережной под красивыми пальмами, но со входом в море здесь есть определенные проблемы. Весь берег укрыт какими-то белыми
высохшими водорослями, которые ярко контрастируют с местной цветной растительностью. Гуляем мимо отеля Александр Великий. Тестируем чистоту воды. Выводы однозначные, очень чистая вода. И очень теплая. В середине октября температура градуса 23 по моему внутреннему термометру. Мы пришли на набережную, чтобы поснимать прекрасный закат, который мы встречаем сегодня на Кипре. Где-то там садится солнце, мы его ждем. Греческий город возник на территории нынешнего Пафоса где-то 2300-400 лет назад. Колонны, мозаики. Некоторые колонны очень высокого уровня шлифовки. Как такое можно было сделать почти 2500 лет назад, даже непонятно. Как пелось в песне, мы пришли сегодня в порт. Очень активная часть города Пафос. Кораблики, лодочки и море отдыхающих. Разнообразие лодок, которые находятся в этом порту, удивляет. Это какая-то подводная, судя по всему. Как старые пираты, мы не могли не снять видос на фоне веселого Роджера, который припарковался сегодня в порту города Пафос. Пираты вышли на берег, а рядом стоят шикарные яхты. И с самого края стоит лодка со стеклянным дном. Но все равно большинство туристов фоткаются именно здесь, возле веселого Роджера. Небольшая вставка из ресторана, потому что на Кипре нельзя пропускать пробу совершенно разных морских рыб и животных. Вот такие красавчики здесь живут. Вот такие глаза у них. Размеры огромные. А клешни заклеены крепко. Это вход в археологическую зону Нью-Пафоса, которая относится к мировому наследию. Стоимость посещения 4,5 евро со взрослого, 2,25 с пенсионера. Для любителей истории это кладезь. Вот такой памятник примостился на одном из камней возле крепости. Рядом с древней крепостью Пафоса расположен амфитеатр. Судя по всему, иногда здесь показывают какие-то представления. Думаю, на морскую пиратскую тематику. Наши неунывающие ноги довели нас до маяка, до крайней точки Пафосской бухты. Вот так выглядит набережная практически с противоположной стороны.
Если вам когда-то было интересно, как моют большие яхты, то вот это выглядит примерно так. Швабра, поливалка, машущие нам ребята руками. А вот такой домик мы нашли здесь, в скалах. Когда люди были маленькими, они все строили какие-то халабуды. Жителям Кипра это удается делать наиболее прочным способом, из огромных валунов прямо на берегу. В 2017 году Пафос был культурной столицей Европы, и Евросоюз выделил для отмечания этого праздника деньги для установки специального арт-объекта. Сейчас я вам его покажу. Вот такой арт-объект, посвященный тому, что Пафос был культурной столицей 2017 года. Видно, что европейцы денег не экономили, постарались на славу. И этот объект настолько значимый, что для этого представлена специальная табличка, которая объясняет это. А еще на Кипре очень любят котов. Они здесь везде. В любом отеле, на улице, возле кораблей, на причале. А вот с собакой на Кипре быть очень тяжело. Везде стоят знаки, что собакам запрещено туда, собакам запрещено сюда. За что они так, наших четвероногих друзей, непонятно. Автовокзал Пафоса. Стоимость проезда 1,5 евро. Если одна поездка, 2,50 ночной тариф и 5 евро полный день. Катайся на автобусах куда угодно за 5 евро. Мы приехали смотреть скалу Афродиты, где она вышла из пены. И первое же удивление, что подход к ней абсолютно закрыт и загорожен. То есть все люди, все туристы должны перелазить под или над вот этим отбойником. Очень странно для такой известной достопримечательности. Согласно древним легендам, на этот пляж когда-то и вышла госпожа Афродита из пены морской, где-то возле вот этой скалы. Чтобы сохранить свою неземную красоту на долгие годы, надо плыть вокруг скалы Афродиты. Все, упражнение выполнено. Я обплыл вокруг скалы Афродиты, а значит, та неземная красота, которой я славлюсь, сохранится со мной на долгие годы. А для вас расскажу лайфхак. Если поплывете туда, возьмите с собой кусок гальки, потому что с той стороны люди подплывают и кладут гальку на разные уступы и в разные отверстия скалы. Зачем это делается, непонятно, но будьте к этому готовы. А сейчас не забудьте подписаться на наш канал здесь внизу, ставьте лайки и обязательно путешествуйте. Не прошло и 15 минут на пляже, как туристические автобусы очень быстро развезли всю толпу, которую мы встретили, когда только появились здесь.
То есть на этом пляже импульсное количество людей. Много-много-много, потом почти никого. Вот. 15 минут назад здесь были сотни людей, сейчас от силы десяток-полтора. Мы спрятались от дождя и ветра под огромной скалой на пляже Афродиты и любуемся закатом, который мы сегодня провожаем, сидя на пляже. А за скалой, где мы сидим, притаилась невероятная красота. Сейчас я вам ее покажу. Смотрите сами, какие фантастические природные явления можно наблюдать здесь. Стоит только зайти за вот эту огромную скалу. Слева от пляжа расположен необычный двухсводчатый грот. Среди завалов камней и скал как будто бы футбольный мяч застрял, такой круглый камешек между плит. Мы раскрыли секрет, как добраться до скалы через дорогу. Просто надо идти внизу по подземному переходу. Вот такой очень узкий, жуткий. Только один человек может идти по нему, поэтому люди друг друга ждут на выходах.